Всем привет! Я рад вас приветствовать на нашем канале. Мы занимаемся ремонтами автомобиля марки Great Wall Motors. В данном случае это Great Wall Hover H5 с двигателем GV4D20. То есть это дизельный 2-литровый мотор. Следующая проблема у человека возникла. Значит, машина греется. При спокойной езде нормально все. При ускорениях начинает повышаться температура. Значит, приехал, мы увидели, что двигатель также в масле, подтеки с клапанной крышки, подтеки из подголовки блока цилиндров. Значит, хозяин говорит, что он до этого менял в Москве в каком-то там клубном сервисе ГБЦ, ему ее приговорили, сказали, она лопнула, вот мы тебе поставили новую. Значит, поставили новую, там есть такие ГБЦ. Я не знаю, откуда они берутся. Они с пропилами на постели распредвалов. Я не знаю, откуда это берется. И вот эти ГБЦ, они обычно обильно ссутся маслом, потому что промазывать их начинают вот этим дешманским герметиком, который не держится ни фиг. Он сам себя не держит, а уж масло держать тем более. Вот. Ну ладно, не суть. Значит, ну что, прокладку надо менять. Значит, снимаем головку блока цилиндров. И видим следующую картину. Итак, вот он наш автомобиль. Значит, смотрите, изначально по этому автомобилю вообще никакого видео не планировалось. Здесь банально была проблема проста. Машина перегревалась под нагрузкой, и начинались всякие нехорошие температуры и прочее. Вот. Думаем, ну прокладка и прокладка. По итогу, значит, хозяину 1080 назад, наверное, меняли ГБЦ. Сказали, у тебя, говорит, лопнуло. Поэтому мы будем тебе менять. Вот. Здесь что мы теперь видим? Вот сняли мы ГБЦ. Что мы видим? Вот здесь вот масляные наплывы. Вот это все, это вот масло. По хону в цилиндрах. Его здесь почти не осталось. Поэтому здесь и такая проблема. Изначально, значит, автомобиль уже был оборудован маслоотделителем, что, наверное, собственно, и помогало ему. Как вы можете видеть, вот здесь, вот, например, да, тоже хона очень мало. Вот я сейчас немножко попробую увеличить. Хона очень мало. В коротком видео я уже выкладывал этот мотор. Под названием «Музыкальный дизель». Здесь очень большая перекладка. Очень большая перекладка, на самом деле. Сейчас, когда разберем, я еще покажу все эти износы. Сейчас он уже просто постоял у нас неделю. Сейчас мы будем только его разбирать. Вот. Значит, сейчас наша задача такая. Мы вытаскиваем мотор, разбираем, дефектуем и везем в Москву. С вероятностью, я говорю, 99,9% блок уйдет в гильзовку, потому что, как вы можете видеть, еще раз показываю, да, хона осталось здесь категорически мало. Его единственное, что и спасало, собственно, что у него стоял маслоотделитель. Почему я сразу ему сказал, что, скорее всего, проблемы есть по давлению масла, не по давлению масла, а по тому, что мотор жрет масло. Потому что сейчас трубки щупа нету. Трубка щупа в районе стыка с самим щупом вся в масле. Потом горловина, значит, у него масло заливная тоже вся в масле. И при открытии пробки тоже такие проблемы были. Как вы можете видеть, здесь блок уже тоже весь обоссан, потому что у него со всех щелей, у него ГБЦ вся в масле. В общем, масло у него давило со всех щелей уже картерными газами. В общем, приступаем к разборке, точнее говоря, к извлечению данного двигателя и дефектовке. По ходу движения покажу все остальное. Итак, мотор извлекли. Сейчас будем приступать к его разборке. Сейчас навесной все доснимаем, переворачиваем и скидываем поддоны. Так, ну что ж, добрались мы до поддона. И вот здесь уже у нас что-то такое, причем металлическое. Здесь вот на маслоприемнике мы тоже можем видеть. Здесь вот, ну, в общем, что-то скопилось со временем. Какая-то требуха. Ладно, сейчас разбираем дальше, будет более понятно. Итак, значит, маслонасос у нас однозначно под замену. Под ним уже достаточно крупная выработка.
Причем как вот здесь на шестерне, так и на роторе на самом. Но это в любом случае менять. А сейчас будем дальше разбирать. Ну что ж, смотрим постель коленвала. Значит, вкладыш. Вот он, четвертый. Это у нас уже 4-й цилиндр. Здесь у нас вкладыш изуродовал, это я ополоснул. Здесь вот тоже уже начало выкрашивать его. Еще бы чуть-чуть, и, в общем-то, все было печально. Здесь, конечно, ситуация сильно лучше. Вот на эти. Теперь пойдем к блоку. Здесь у нас такая же ситуация. 4-й цилиндр. Здесь у нас тоже уже начало выкрашивать его. Это тоже ополоснуло специально. Шатунные вкладыши тоже уже приказывали долго жить. Ну, вот здесь все лучше и лучше, как бы, то, что к первому цилиндру. Теперь по нагруженным вкладышам, это вот получается у нас первый поршень, второй, третий и 4-й. Вот 4-му здесь уже хуже. 3-й ни туда, ни сюда. 2-й, 1-й еще худо-бедно, скажем так. По коленвалу вопросов нет. Все полируется и будет собираться. Вот сейчас извлекаю масляные форсунки и наблюдаю там вот такую гадость. То есть что-то попало, что-то такое резиновое, не знаю, что это такое. Что-то попало, забило форсунку. Естественно, в эту форсунку давления уже не было, потому как эта форсунка осталась в открытом положении, и все давление она, грубо говоря, стравливала. И поэтому у нас до форсунки 4-го цилиндра масло уже вряд ли доходило. Ну, вот такая вот гадость. Вот я извлек поршень из 4-го цилиндра. Колец тут уже не осталось. Держалось это все тупо на саже. Кольца залегшие, масляное кольцо, вон все грязное. Кольца залегшие. Первое еще у нас шевелится, второе с закусываниями. Но здесь уже ничего, говорю, не осталось от колец. Итак, ну что ж, теперь со всем этим добром. Тут у нас вот стоит машина, замена прокладки. С нее детали. Это вот с мотора с этого. Еще 2 головки. Сам блок. Много-много турбин. Коленочка. Ну и со всем этим добром едем в Москву на механические работы. Итак, ну что ж, блок мы с гильзовки забрали. Здесь у нас 10-ку сняли. Все отханинговано. Все хорошо. Приступаем к сборке. Итак, блок, в принципе, почти собран. Поршня установили. Вращается здесь все очень прям легко, без каких-либо закусываний. В общем, проблем никаких. Поршня у нас, естественно, отторцованы, так как поверхность блока фрезеровалась. Ну, сейчас продолжаем собирать все. Итак, мотор полностью подготовлен к установке. Как вы можете видеть, уже все, турбина стоит, все стоит. Переделана под австралийца. Топливная аппаратура будет установлена после установки всего остального. И вот этот шланг тоже будем останавливать после, потому что здесь надо проводку прокинуть. Ну, в принципе, по большому счету здесь уже все проверено. Масло насосом прокачали дополнительно, масло по системе. Так что теперь готовим двигатель к установке. Так, мотор установлен, все собрано. Залит антифриз. Сейчас прокачаем по топливу и будем запускать. Ну, в общем-то, вот и все. Мотор запущен. Сейчас осталось последнее закрыть крышечку. Поменяем пробочку, это наша. Антифриз допрокачали. Сейчас надо залить бачок, поставить капот, защиты. Ну и обязательно, естественно, на нем проехаться. Ну, собственно, вот они, первые километры на свежеотремонтированном двигателе. Двигатель работает стабильно, ровно, мягко, его почти не слышно. Я вот сейчас еду, слышу только, откровенно говоря, резину. И где-то вот ходы подвески, да? А двигателя самого почти не слышно. Да, он, конечно, сейчас на малых оборотах, так как двигатель на обкатке. Но сам факт того, что двигатель, в принципе, работает сейчас тихо. Сейчас его обкатает хозяин, поменяет на нем масло. Естественно, масло с фильтром мы тоже ему докладываем. Дадим еще пару рекомендаций по обкатке. И, в общем-то, все. На этом история с этим автомобилем у нас закончена. По пробегу я забыл совсем сказать. По пробегу здесь на автомобиле 165 тысяч. И, в общем-то, я думаю, что это слегка крученный пробег.
Хотя могу и ошибаться, конечно. По состоянию салона сложно судить, но у всех оно по-разному проявляется. Ладно, подведем итоги. Итак, ну что ж, автомобиль нами отремонтирован. Хозяин, честно говоря, приехал очень даже вовремя, потому что еще бы немного и намотало бы ему вкладыши на коленку, и тут было бы уже сильно печальнее, и смысла бы ремонтировать этот двигатель в принципе не было. Заказ нового двигателя, ну или контрактный, если он найдет. Кстати, скажу сразу, я говорю, мы не занимаемся подборами контрактных моторов. Я не хочу отвечать за эти моторы, сразу говорю, потому что это не моя работа. За свою работу я всегда даю гарантию. И эта гарантия не доворот, это нормальная гарантия. Вот, значит, здесь какой объем работ был проведен в принципе? Значит, отремонтирована турбина, отремонтированы форсунки, гильзовка блока, полировка коленвала, распредвалов, значит, головка ГБЦ у него была еще вторая своя. Он ее попросил, говорит, давайте ее опрессуем. Это заводская, которая стояла. Мы ее опрессовали, она абсолютно нормальная голова. Ее мы, в общем-то, сюда и поставили. То есть восстановили седла, поправили фаски на клапанах. Ее-то мы сюда и поставили. Потому что головка абсолютно нормальная, все хорошо. Потом заменены гидрокомпенсаторы, коромысла. Ну, то есть здесь на самом деле проделан огромный объем работ. Как вы понимаете, все эти работы обычно проводятся достаточно не быстро. Здесь вот где-то в районе месяца прошло, может быть, чуть больше. В общем, по факту, я говорю, мотор отремонтирован, мы уже покатались, здесь наездили километров 50-60, я здесь по городу покатался. Масло не уходит, антифриз не уходит, рабочий температурный режим прекрасный, машина едет, мотора почти не слышно, вообще великолепно. Просто радуешься езде на этом автомобиле сейчас. То есть сейчас человек его обкатает, поменяет масло, фильтр и со спокойной душой может уже ездить, скажем так, побыстрее. Потому что сейчас надо мотор обкатать, дабы, скажем так, прошли все вот эти притирочные моменты. Ну, а на этом, наверное, все, что хотелось бы сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем всегда отвечу, всем всегда помогу, в силу своих возможностей, естественно. Всем всего хорошего, пока-пока.